Всем привет! Это канал Annie Nails, и в этом видео мы сделаем дизайн в виде растений, как из книг ботаники. И для этого нам нужно сделать какой-то молочный оттенок на ногтях. Так как геля молочного у меня не оказалось, а гелевые типсы лучше перекрыть гелем, я решила намешать в первый раз свой молочный оттенок. Я в прозрачный гель капаю гель-лак белого оттенка. Беру ненужную фрезу, которую я не использовала, и смешиваю гель и белый цвет. Сколько капелек я добавила в гель, я думаю, вы заметили. И если вам нужно будет добавить еще, это несложно сделать потом. Я замешала цвет, и у меня получился полупрозрачный молочный оттенок. Я бы добавила еще немного белого, что я и сделала в дальнейшем. Для того, чтобы все пузырьки ушли, нужно, чтобы этот гель отстоялся где-то один день в открытом состоянии в темном месте. Но мне уже нужно было сделать этот дизайн, поэтому я рискнула нанести сейчас, так как пузырьки сильно будет не видно под этим дизайном. Да и они нам на самом деле не сильно помешают. На гелевые типсы я наношу этот гель, распределяю и сушу в лампе. Интересно, как мне иногда приходят такие идеи. Лежала один раз я ночью и листала Pinterest. Думаю, нужно что-то сделать, какой-то необычный дизайн. И, в общем, я наткнулась на книги с вот такими вот интересными растениями и решила, почему бы не повторить этот дизайн на своих ногтях. Лучше, конечно, сделать это не на молочном цвете, а на каком-нибудь желтоватом оттенке, но у меня на молочном. Я буду использовать и акриловые краски, и акварельные краски. И также взяла вот такой текст, скорее всего, это французский, но я точно не уверена. Далее, для того, чтобы нам нарисовать акварельными красками на ногтях, либо их нужно очень хорошо забафить, чтобы не было сильных прожилок. Нужно сделать, чтобы матовое покрытие было равномерное. И также можно покрыть матовым топом. Но для того, чтобы не утолщать ногти, я решила просто забафить и попробовать нарисовать так. Также я взяла кисть для акварели. И сейчас я смешиваю краски. Первое, что я хочу нарисовать, и это будет одуванчик. Я думаю, все его прекрасно знают. Для того, чтобы искать какие-то идеи, именно кто не представляет в своей голове, как должно что-то выглядеть, обязательно открывайте либо Pinterest, либо берите книги и смотрите, как выглядит это растение. Я хотела сделать в таком все стиле старом, поэтому не использовала яркие оттенки, старалась уходить в более выгоревшие оттенки. Это либо темные оттенки, либо цвет сепия, такие цвета достаточно грязные. Это все для определенного эффекта на моих ногтях. Все это будет даже в стиле, можно сказать, гербария. Теперь мне нужно желтый оттенок. Я нанесла одуванчик, сделала такой цветочек. На самом деле все это очень легко рисуется. Но потом, после того, как высохнет вся красочка, я еще сверху добавлю тени какие-то, либо более яркие полосы. Это тоже нужно сделать для того, чтобы этот рисунок был более живым, выглядел более естественно. Самое главное отличие этого дизайна от простых каких-то nail дизайнов на ногтях тем, что я здесь особо не выбираю, где у меня будет находиться растение, не стараюсь как-то подчеркнуть свою форму. Тут самое главное разложить, как будто это в книге. И здесь не важно, как будет находиться растение, где самое главное просто нарисовать его в естественной, такой, как он выглядит в естественной природе. И еще я добавила растение с корнями. Мне кажется, это добавляет определенного шарма и эффекта этому дизайну. Мне кажется, это выглядит очень красиво. Кисть у меня такая вот круглая, с тонким кончиком, поэтому можно рисовать как большие детали, так и мелкие прожилки. Это очень удобно. Кстати, у меня есть курс по акварельной росписи. Если кто не умеет рисовать, обязательно переходите по ссылочке в описании. Я учу там рисовать и акварелью, и гель-красками, и наращиванию, и то, как форму сделать красивую ногтей. В общем, все курсы будут в описании под видео.
Я уже нарисовала свой дизайн, он достаточно быстро высох, поэтому этот дизайн достаточно быстрый. Все покрыла я именно базой в тонкий слой и не сушу. На не просохшую базу я тыкаю под таль золотую. Делаю ее супер мелко, для того, чтобы она не отвлекала сильно внимание от самих цветочков, вот этих всех. Далее я это сушу в лампе и покрываю топом. И заметьте, я добавила эти слова в разных местах. Я думаю, как крепить слайдеры вы все знаете, поэтому вот такой уже готовый дизайн. Как вам такой дизайн? Ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Жду вас в комментарии, напишите, как вам такой дизайн, как вам такая идея, я вас вдохновила или нет. В общем, все ваши комментарии я жду внизу под видео. Всем пока-пока!